Приветствую вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород. Привет с прекрасного града Измаила, который находится на самом крайнем юге Украины, в Одесской области. Ну, а мы находимся на грядках, где растет у нас картофель. Вот такой он уже высокий, сплошная стена. Мы показывали, как мы его высаживали, как обрабатывали, окучивали. И вот сегодня этот картофель находится уже после обработки. Здесь было две обработки. Одна биопрепаратами против вредителей, а вторая обработка была проведена в знаке Близнецы с самым простым раствором, который может сделать каждый. Против спор грибковых заболеваний есть очень простой и дешевый способ защиты растений картофеля. Об этом сейчас подробный будет разговор. Как я готовила эти растворы и что мы делали дальше. Смотрите. Для защиты и подкормки картофеля я готовлю вот такой раствор. Вот ложечка, здесь в данном случае кофейная ложечка с верхом. Здесь 2 грамма полных как раз именно в горячую воду, вот в баночку, засыпаю. Я уже засыпала. И обязательно, что водичка остывает, хорошенько размешиваю. В горячей воде не кипяток, а именно горячая вода должна быть. Итак, размешалась. У меня там чуть-чуть молочко было осталось. Так, размешалась. Теперь следующий этап, очень важный момент. Это второе. Беру снова же на кончики кофейной ложечки. Вот. Немножечко, вот такую маленькую грамулечку. Это у меня марганцовка. Марганцовочку. И перемешиваю. Очень хорошенько перемешиваю. Тут важная задача перемешать. Вот она такая становится темноватая. Вот такой цвет получается. Вот оно. Очень хорошо видно, да? Вот такой цвет. Готово. Теперь нужно обязательно добавить сюда же часть молока. Ну, у меня пол-литра молока получается. Чтобы легче размешивать, я не все молоко. Где-то вот баночки, где-то на палец, да, у нас остается. Получается вот такой цвет кофе с молоком. Теперь наша задача добавить сюда еще один инсектицид и фунгицид. Значит, я здесь использую половину, вот половиночку этой коробочки. Чуть-чуть больше получилось. Я сейчас... Если в каплях, то в каплях нужно 30 капель. В полной этой закручкалке здесь как раз получается 40 капель. Я не полную сюда добавила. И обязательно снова же перемешиваем. Вот он такой становится растворчик. Еще чуть-чуть темнее. И сейчас очень важный момент. Добавляю еще столовую ложку мочевины. У меня так как это чайная, чуть-чуть еще добавлю. Это обязательный тоже компонент. Я считаю, что нужно не бояться, а вот все делают такую внекорневую подкормочку. Как раз вот это сочетание, вот эта формула очень хорошая для подкормки и защиты. Почему сейчас очень важно и подкормить, и защитить? Особенно защита. У нас прошел дождь, утром туманы, резкие перепады температур. Поэтому надо обязательно, вот сюда еще доливаю, ну, практически все. Уже все у нас растаяло. И теперь беру вот это молочко, вот этот коктейль, молочный коктейль для картофеля. Добавляю в ведро, здесь 10 литров. И оставшееся молоко. Вот так. И перемешиваю. В данном случае не имеет значения молоко, свежее оно, с магазина или упакованное. Дело в том, что здесь молоко служит именно прилипателем и смягчающим вот это действие фунгицида. Здесь фунгицид
основное действие, вот марганцовочка, борная кислота выполняет как подкормочку, и плюс завязываемость хорошо, как раз цветет у нас картофель. Далее марганцовка, это я сказала уже, это у нас подкормочка тоже, ее тоже защитное средство. И подкормка идет как раз ложка столовая мочевины. Все, раствор готов, и мы сейчас приступаем, заливаем в бак и приступаем к обработке картофеля. Такой стоит аромат молока в огороде, приятный запах. И вот обрабатывается все растение снизу до низу, потому что еще пару туманов, и мы можем заработать какие-то грибковые заболевания. А так вот при этой обработке мы уже имеем опыт. Очень хорошо получается. Картофель становится еще зеленее и прекрасно вегетирует. Вот так хорошо выглядит картофель. И некоторые сорта, вот они вот так уже и разложились. Очень интересно. После обработки и после дождя, очень обильного дождя. Сейчас еще есть остатки молочного коктейля на листиках. Всю ночь коктейль хорошо работал. И видно, где были уже источники различных заболеваний. Та же фитофтора. Вот оно здесь. Видно, сгорело. И дальше уже эта инфекция не будет распространяться. Так что лучше сделать заранее эти обработки и защитить картофель. По крайней мере, защита при таких туманах и дождях на 10 дней у нас есть. Ну а мы, Александр Волик и Раиса Горяченко, прощаемся с вами. Подписывайтесь на наш канал, лайкайте, не забывайте комментировать, задавать вопросы. А мы желаем всего вам самого-самого доброго. Хороших вам урожаев.